Большой привет всем вам, дорогие мои друзья. Меня зовут Яна. Сегодня 22 августа, вторник. Я начинаю свою последнюю в августе рукодельную неделю. Она будет последней не только в августе, в сентябре тоже недель не будет. Я подозреваю, что и в октябре их не будет. То есть будет какой-то другой формат видео и более редкий. Но вот зачем-то я решила этим поделиться именно сейчас. А эта неделя будет неделей, прям вот неделей, и я расскажу вам все, что мне остается выжить до конца августа из планов. Понятное дело, что неделя закончится чуть раньше, чем сам август. Несколько дней у меня еще там будет вне недели, будет шанс закончить. Я примерно посмотрела все свои планы, которые, еще в начале августа анонсировала, и понимаю, что, наверное, все-таки все я не успею. Не наверное, а совершенно точно. Но, тем не менее, покажу все, что остается, расскажу, что в приоритете. В приоритете у меня Эдгар Аллан По. Здесь нужно вышить 1500 крестиков. Это был выбор большинства зрителей. Голосовали на август. Выпала эта работа. И здесь, пока я вышила 600 крестиков, соответственно, еще 900 нужно вышить. И это у меня приоритетная работа. Дальше покажу неприоритетные. Вру. Покажу вот что. Значит, на прошлой неделе, если вы смотрели серию, я закончила там кролика. А кролика выбирали тоже вы. Было у меня видео уже достаточно давно. Мы выбирали работы, которые я буду заканчивать. Я показала все свои работы, на которых менее 7000 крестиков остается. И вот постепенно заканчиваю работы. И, по-моему, третьим стал кролик. А вот после кролика 2 работы заняли получили одно и то же количество голосов. Сейчас я вам их покажу. Значит, одна работа – это вот такой вот круг от Ксении Вознесенской с маками. Как вы видите, у меня здесь готово все побережье, началось небо, еще нет совершенно моря. И вторая работа, которая получила столько же голосов, сколько и Вознесенская, это вот эта вот работа. Значит, здесь, у меня Париж. Так вот, значит, я решила, что раз эти 2 работы одинаковое количество голосов получили, я буду их параллельно шить, заканчивать. Одну неделю одну работу, другую неделю другую работу. Поскольку Париж я уже брала в этом году, то я решила, что она будет второй. Плюс в ней, по-моему, 2000 остается или меньше 2000, а здесь чуть побольше. Что-то примерно так. Я сейчас цифры не сверяла, смотрела это достаточно давно. Поэтому начну я вот с этой работы, поэтому на этой неделе будет эта работа. И поскольку мы зашли в тупик, скажем так, с финишными работами, я предлагаю вот что сделать. Значит, вот эти 2 работы я буду заканчивать, соответственно, в сентябре и, возможно, даже в октябре, какая-то работа закончится. Я пока еще не смотрела, что там действительно по цифрам. А вот на ноябрь-декабрь я предлагаю сделать следующее. Я прикреплю в очередной раз свой список, свою таблицу, где все мои начатые работы, и предлагаю под этим видео, под этой неделей проголосовать за работу, которую я буду двигать к финишу, которую в идеале хорошо бы закончить в этом году. Значит, все, естественно, будет зависеть от того, какую работу вы выберете. Я не буду сейчас, естественно, делать никакие пометки, сколько в какой работе остается. Все, что дано в таблице, это на начало года. Понятно, что некоторые работы уже продвинулись, некоторые прилично продвинулись, некоторые вообще я к ним не прикасалась. Поэтому если на работе будет какое-то разумное количество крестиков до финиша, 7000, 8000, даже до 10 тысяч, я, наверное, постараюсь закончить. Если будет больше, я просто тогда буду регулярно двигать эту работу. Финиш не получится в этом году, поэтому предлагаю из таблицы выбрать какую-то прям самую-самую работу, вашу любимую, которую надо заканчивать. Я думаю, что вы сами примерно понимаете, где какие размеры, хотя бы приблизительно, и у кого есть шанс, а у кого шанса
точно в этом году нет. Вот. Но пока, соответственно, будут вот эти две работы двигаться к финишу постепенно. Значит, на эту неделю еще раз маки в приоритете. Ну и раз зашла речь про маки в том числе я приурочила к сезонности. Значит, в августе у нас все еще зима, но я говорила, что у меня все уже пахнет летом, хотя конец августа планируется дубак. Вот, и холодно, и ветра, и так далее. Но в душе весна, поэтому я решила вышивать весну. И вот, маки у меня даже скорее больше лета. А вот цветочные сюжеты я выбрала вот эти два. Это глициния от Алисы Акнес. И вот эта вот сирень будет... Чем она будет? Она, по-моему, будет чехольчик для ножниц. Здесь крашеная мною ткань в перламутр. Она блестит. Но вот сейчас не очень яркий свет, поэтому не особо видно. А вчера при искусственном... вот так вот что-то там поблескивает. Вчера при искусственном освещении прям я видела, как шикарненько блестело. Вот, значит, буду вот эти работы, все три, да, вот это вот у меня весеннее настроение, по 1000 на этой неделе хотелось бы продвинуть. Еще одна работа, которую я записывала вроде как в сезонные, хотя здесь не цветочки, это были помидорки. Ну, сезонные, потому что, в общем-то, если я хочу снова выращивать помидоры, пора бы уже в августе сажать. Пока еще не сажала и почти не вышивала. Вышила я здесь 250 крестиков из 1000, которые я планирую вышить в этом месяце. Значит, вот это тоже в планах. Что еще в планах? Значит, совсем у меня не взялась пока еще работа набор. Была у меня дилемма в начале года, сколько вышивать, 1000 или 2, потому что 2 явно не успеваю, а 1000 вроде как нечестно, потому что другие работы вышивались по 2000. А у меня еще, кстати, 2 долга по другим наборам. Ну, в общем, понимаю, что в августе я уже не особо успеваю ничего, то дай бог 1000 вот на этой работе вышью. Здесь я даже показывать, разворачивать сейчас не буду. Вот чуть-чуть начаты апельсинки, чуть-чуть начата вот эта вот первая бутылка. Ничего там особо нет. Очень не сильно продвинулась работа. Вот ниточки там очень красивые. Ну, короче, я планирую это повышивать, поэтому покажу, когда, соответственно, достану. Надо еще обработать, там основа не обработана. И еще я хочу на этой неделе взять один разочек халапеньо. Значит, халапеньо – это набор от золотых ручек. Сейчас я тоже покажу. Вот обложечка. Значит, я начала из этого угла, и вот постепенно, да, я заканчиваю, там промежутки заполняю, чтобы можно было сделать бэкстич. На прошлой неделе я брала чуть-чуть эту работу. Вот хочу еще на этой неделе взять. И получится у меня, как обычно, с мая буду брать работу по 2 раза в месяц. Чуть-чуть двигать в этом году. В следующем году сделаю ее, пожалуй, наверное, основной. Нравится, кстати, как она идет, хотя тут есть и сложные моменты, но попроще, чем моя прекрасная карта мира, с которой, собственно, я и начну неделю. Давайте покажу, как она сейчас выглядит. Я сейчас вот на этом участке, сейчас я попробую достать превью, если получится. Значит, я в этом году решила каждую неделю вышивать по 1000 крестиков. Я это 150 раз говорила. И дойти до минимум 55%. Ну, я закладывала там, да, что у меня могут быть отпуск, который уже, кстати, был, и я там в отпуске не вышивала, потом я это нагонять эти недели не собиралась. Дальше, может быть, еще что-то, какие-то обстоятельства будут, посмотрим. Вот, она прекрасная. Здесь сейчас уже больше 40%. Я вот здесь. И я здесь могу начать что-то вышивать. Здесь бэкстич можно сделать. И потом буду снова переставлять пяльцем, двигаться уже вот сюда, соответственно. Значит, когда здесь будет 55%, это должно быть примерно в ноябре.
то, ну, если я пропускать до этого не буду, то это будет примерно ноябрь. Поэтому я подразумеваю, что в декабре я эту работу вышивать не буду, буду отдыхать от нее. И что там будет уже в следующем году, пока я думаю, но пока еще не придумала. Вот, но пока эта работа будет продвигаться, и буду я каждую неделю ее брать на 1000 крестиков. Как я вам сказала, я начну вот с этой работы, и дальше буду уже смотреть что-то из того, что показала ранее в приоритете «Карты мира» и Эдгар Аллан По. Все тот же вторник, у меня тут творческий беспорядок. На фоне этого беспорядка хотела кое-что рассказать. Во-первых, я проверила по макам, давайте я покажу, а то уже, наверное, ничего не понятно. Вот, по этим макам у меня остается чуть меньше 4000 крестиков. Там 3600, 3800. В общем, вы поняли, я так проверила, что да. В общем, я поставила себе цель за 4 недели закончить эту работу и за 2 недели Париж. Париж уже убрала пока, потому что на этой неделе брать его не буду. Так что 6 недель мне на все это. Это я к тому, чтобы потом голосовали. Не забывайте голосовать за работу, которую я буду заканчивать вот с конца октября до декабря. Так, вообще я сказать хотела про карту мира. Значит, у меня 2 часто задаваемых вопроса по карте мира. Первое, это на какой основе я вышиваю, а вышиваю я все по ключу, все, что было в наборе, нитки в наборе, все в наборе. Единственное, то есть основа, вот эта вот основа, на которой я вышиваю, это гамма, линда от гаммы, которая была вложена в набор. Ничего я с ней не делала, я даже ее не стирала предварительно, о чем, в общем-то, наверное, потом пожалею. Я никогда не стираю перед, мне лень. Вот. И, значит, единственное, чем я здесь почти не пользуюсь, но тоже, так сказать, нельзя, это самая схема. Я тут засвечу кое-что, потому что хочу рассказать. Значит, меня спрашивают, где я взяла сагу, потому что шьют я не по схеме, а по саге. И я говорю, что сагу я взяла в интернете, где-то ВКонтакте есть какой-то перенабор. Присылать я его вам не буду, не потому что я жадная или еще что-то. Там есть ошибки несущественные, я не все, не постоянно проверяю, но есть ошибки. И есть местами, то есть я говорю, что несущественные, но есть местами прям такие, которые существенные. Мне кажется, что вы их заметите. Да, если будете пользоваться. Я это говорю, потому что я их замечаю. Вот, например, я сегодня шила вот этот участок, и вот это у меня давно вызывало вопросы, а вот тут вот еще было вот здесь вот. Видите, вот эта вот линия, да, она потом будет обрамляться бэкстичем, и будет вот такая вот полосочка, да. И судя по опыту, да, по экватору, вот эту линию я шила, вот здесь шила, она все идет сплошной, то есть она нигде не должна прерываться. Тут вот она прерывалась, тут явно что-то было не так, чего-то не хватало, и я решила, что я это потом проверю. И перед тем, как представлять пяльцы, да, в процессе просто это не совсем замечаешь, не сразу. Я заметила, когда заметила, было уже, в общем-то, поздно, потому что тут, на самом деле, да, все должно продолжаться, но я вот это не сразу заметила, поэтому буду доделывать уже в самом конце. Так вот, когда я это начала проверять, когда я заметила еще одну ошибку, она прям совсем маленькая, то есть если вот это прям бросается, мне кажется, в глаза, и вы это не пропустите, то вот то, что я другое нашла, это можно пропустить. Значит, я делала сегодня белые, потому что вот эти вот темные, они у меня уже были, а я делала белые. И вот здесь вот все было вот так, а потом дальше вот тут вот мне предлагали один крестик белый. Так, что-то я показываю, не то, да? Еще раз, белый, вот это я делала, а вот здесь мне предлагали один крестик, а потом вот эти вот 2. И мне показалось, что вот эта вот дырка, она что-то ни к селу, ни к городу, я, естественно, полезла проверять. И я обнаружила, что здесь их должно быть все-таки 2 белых крестика. И раз уж полезла, решила проверить вот этот кусок. В этом куске не хватает и вот этого коричневатого, и, соответственно, белых и вот этих темных
крестиков. Так что ошибки есть в перенаборе, поэтому проверяйте. Меня, например, иногда еще смущали какие-то вещи тоже. Ну, то есть они мне казались не совсем логичными. Потом оказалось, что это вот по схеме так, например. Ну, вот это вот. Что это за красная штука? Что она хочет сказать этим? Непонятно было. Я проверяла. Ну, еще какие-то. Вот здесь вот, когда были микростежки, и там что-то вытянуто, я тоже проверяла. Где-то еще. Но вот эти вот красные штуки, они иногда странно очень смотрятся, и я вот проверяю. Но такие прям существенные ошибки вот нашла. Но при этом я сама иногда что-то меняю. Ну, не потому что специально меняю, а потому что ошибаюсь и не исправляю. Например, сейчас покажу. Вот у чувака этого. Смотрите, вот у него здесь в личике вот этот вот крестик, он такого же цвета, как этот. То есть у него в лице, видите, зеленоватое. Ну, вот издалека, ну, не видно же, правда? Ну, то есть он должен был быть бежевый. Я посмотрела, подумала, светлый, и в Африке светлый, и забила. Еще вот тут вот во Льве. Тут у меня вообще что-то как-то пошло гулять. И вот эти вот желтые, оранжевые, они как-то очень хаотично пошли. Прям, ну, я подумала, что действительно рыжий, оранжевый плюс-минус одно и то же. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на превью. Ну, что вот, ну, размазня же, да? Ничего такого не случится. Вот, и я забила. А еще я забила, вот, например, здесь должен был быть оранжевый крестик, а у меня тут зеленый. Как бы существенно я бы в любом другом случае переделала, но опять-таки тут все так схематично, и я вот проверила, что, например, вот здесь вот бэкстич идет тоже в зеленый крестик, но тут все правильно, вот, и я подумала, ну ладно, там чуть-чуть исхудает грива, не убудет. Ну, то есть убудет, конечно, но не критично. А еще хотела сказать, ну так уже последнее. Вот эти вот животные по саге, да и по превью, вот по превью особенно, вот это вот мне казалось, что это какая-то копытная собака. А вот это казалось, ну, по превью не так, а по саге прям сильно казалось, какой-то вот мини-динозавр. А тут вышла и как-то уже на кошечку похоже. Блин, ну так вот сейчас не видно. У нее тут эти самые глазки такие. А вот это стало походить на какую-то индоутку. То есть от динозавра вообще ничего не осталось, потому что, ну, можно было бы подумать, что это какая-то индюшка. Потому что если вы на индюшек внимательно посмотрите или вообще смотрели, они такие вот, ну, недалеко ушли от динозавров. Даже еще хлеще, чем павлины. К павлинам у меня тоже очень много вопросов, но вот индюшки это прям что-то вообще. А здесь она какая-то, ну, просто какая-то курица и курица. Вот. Вот эти вот как-то звери-то попроще, да, какой-то вот бык, не бык. И лев. Вот. А вот эти вот загадочные. Короче, пока я Ноев ковчег вышиваю, ну, их, правда, не по паре. В общем, что-то я такое, животный мир вышиваю. И вот хотелось поделиться вот этим. На вечер буду брать, как вы понимаете, маки. Пока световой день окончательно не покинул нас, давайте расскажу, что здесь происходит. Сегодня уже даже не 23 число, вчера было 23, вчера у нас с Маркетсом было 9 лет отношений, которые мы провели порознь. И вот в честь этой даты, видимо, он мне сообщил, что он, оказывается, не вернется. Не в смысле вообще не вернется, а не вернется 1 сентября, как обещал, а задержится еще на неделю. В общем-то, непонятно, что хуже. В том плане, что, знаете, когда период ждуна тебе просто продлевают, уж лучше отменить. Ладно, это я шучу, так не смешно. Значит, сегодня вот 24 четверг,
Не скажу, что день подходит к концу, но уже середина дня, то есть результаты я вам сегодня покажу за вторник, среду и вот кусочек четверга. Значит, во-первых, я закончила норму в 1000 крестиков на карте мира. Ничего не понятно, да? Значит, я в прошлый раз была вот где-то там, а теперь переместила пяльцы, и видите, у меня тут такое большое пространство для будущей вышивки. Давайте покажу, где это я примерно нахожусь. А примерно я нахожусь вот тут. Ну, то есть вообще я отражаюсь, конечно, но вот это вот, это вот. Значит, то есть у меня здесь, видите, вот это вот все можно вышивать, не переставляя пяльцы, а тут достаточно интересно и местами сложновато, да, переходы, вот видите, вот тут вот в виноградинах, это примерно вот этот участок, это нужно, ну, это вернее с этой стороны, а с другой стороны будет то же самое. Это все еще вот у меня тут не дозаполнялось. Видите, дырочки, надо будет их заполнять. И плюс это весело в плане бэкстича. Вот. А есть участки попроще. Это вот, например, сама рамочка, вот пьедестал. А вот бэка, видите, много. И слова здесь снова будут, и вот эти вот изобилие фруктовое тоже. В общем, в ближайшее время я буду вышивать по 1000 на этом участке, не переставляя пяльцы. Ну вот, на этой неделе закончилось. И на август у меня остается последняя, 5000, да. Обычно у меня получается по 4000, а вот в этом месяце будет 5000, но это уже будет на следующей неделе. В целом достаточно легко было, потому что можно было чередовать. Что-то вот здесь продлевалось, что-то вот здесь вот шло. Ну и здесь тоже, видите, были участки такие более-менее. Поэтому хорошо пошло, за 3 дня закончилось. Что еще я вышивала? Я вышивала, вы видели, наверное, в промежуточке я там, наверное, вставила под музыку, как я фотографировала по, и вот в итоге после фотографии решила его взять. И не знаю, помните или нет, в какой-то там серии, в начале я говорила, что когда мне вот выпало здесь 1500, я решила, что я эти 1500 хочу все-таки черным повышивать. И здесь, значит, вот вышить все, что без красного. А здесь красным, ну вот уже начались эти кресты, тут будет сердце. И вот, соответственно, такая история. Но, во-первых, мне хотелось вверх закончить, а там ворона, видите, красные глазки. Здесь еще будет киска, у нее тоже будет, ну не киска, а черный кот, но, в общем, у него тоже будут красные глазки. В общем, я отказалась от этой идеи и решила красным вышивать, не только потому, что как бы красным уже глаз вышит, но и потому, что у меня беда с черным цветом. Я не смогла его купить в последний раз, когда закупалась в Мулине. Я думаю, что в сентябре выйдет видео про закупку, вообще про всякие мои покупки, и в том числе про Мулине. Я там немножечко расскажу, что случилось, что случилось, да. Вот, поэтому у меня остается вот буквально последний моток черных ниток. И, конечно, можно было, а сюда нужно вот только на тот участок, который у меня остается, что-то там 0,6 мотка. Ну, короче, больше половины. И, в принципе, можно было бы пустить, то есть, понятное дело, что мне хватило бы, но хочется оставить на какие-то еще другие работы, да, чтобы можно было продолжать мой план, там, чередовать и не выискивать, что вышиваю всем, кроме черного. Дергать из наборов я не хочу. Еще у меня есть нитки Анкор, но вот, например, на Мурана черным Анкор я не вышиваю, потому что нитка быстрее перетирается. У нас, по-моему, Анкор бразильского производства, поэтому может отличаться качество. Я слышала, например, что девочки, которые в России покупают, вышивают, они говорят, что им кажется, что нитка наоборот потолще, типа лучше не перетирается. А мне кажется, что она перетирается больше. Но, опять-таки, я не знаю, чьи у вас производство. Может быть, из-за этого отличия какие-то есть. По-моему, у нас бразильские.
Ладно, в общем, неважно. Знаю, что у Анкор все-таки, по-моему, заводов больше, чем у DMC, хотя про DMC тоже говорят, что какие-то там где-то китайцы, где-то не китайцы, что плюс на DMC прям написано, да, что для европейского рынка, не для европейского. Значит, какое-то, наверное, отличие есть, раз они пишут вот эти вот штуки. Ну, не суть. Суть в том, что, значит, Анкор я сюда пустить не могу, поэтому решила вышивать всеми подряд цветами, да и чтобы подлезать потом вот в эти дырки было не так мучительно больно, я решила, значит, все по ходу вышивать всеми цветами, в том числе и красными. Здесь 2 оттенка красных и вот черный. Ну, это из того, что мне осталось, да, так-то тут здесь были еще разные другие цвета серого и белого оттенка. Значит, здесь остается 200 крестиков до нормы, а норма у меня была 1500 на этот месяц, потому что был выбор зрителей, большинство голосов, так что поскольку 200 еще остается, мы увидим эту работу еще попозже. Ну, в общем, и все, что сегодня увидим еще и попозже. Еще чуть-чуть еще чуть-чуть это про томаты, а сейчас майки. Значит, я начала вышивать здесь задуманную мною норму в 1000 крестиков. Значит, вот это вот не пойми что, из 2 белых кривых крестиков и рыженького какого-то желтенького. Это будет парусник такой вдалеке вот это вот, да. Вот здесь будет побольше. Ну, короче, я сначала сказала себе, буду идти сверху. Я не помню, вам я это говорила или нет. Но в итоге повышивала и вот тут, и вот тут, и вот тут. И даже вот тут. Потому что, как вы понимаете, нитка оставалась. Чего это я здесь ее буду убирать? Ну и, в общем, повышивалась. Вышилось что-то меньше, по-моему, 300 крестиков, так что еще 700 здесь остается. И на помидорах тоже чуть-чуть повышивала. Продолжаю заполнять вот эту большую помидорину. И... ну что, остается мне еще здесь где-то 500 крестиков до нормы. Надо вот заполнить вот тут вот все. Здесь вот, тут тоже. И уходить в следующую помидорину, чтобы выполнить 1000, опять-таки, норму, которую я сама себе придумала. Значит, поскольку сегодня четверг и время еще не позднее, то планирую я как раз вот заняться какими-то из этих работ. Хотя на самом деле, по-хорошему, нужно, конечно, монтировать серию предыдущую. Как я вам сказала, что Маркетс, да, приедет на неделю позже, это не значит, что в сентябре все-таки будет неделя. Нет, не будет, потому что не будет. У меня накопилась куча долгов, мне надо снять покупки, снять ответы на вопросы, надо будет снимать все равно планы на сентябрь, вот это, да, выйдет, там очень краткие итоги августа, планы на сентябрь. Выбор работы большинством голосов на октябрь, вот это вот все будет, а неделя не будет, потому что монтировать через силу не стоит, отвечать на какие-то комментарии тоже через силу не стоит, поэтому вот в сентябре возьму такой более медленный режим, потому что, конечно, еженедельные выпуски, они хороши, я понимаю, как вас как зрителей, да, я понимаю, но либо вышиваю, либо монтирую, оба два у меня не получается. Вот. Но сегодняшний, например, мой монтаж заключается еще проблема в том, что овечек я, да, вышивала, именно августовскую работу, а под отслушивание мне хочется что-то вышивать, потому что бывают куски такие, где я много болтаю, там особо ничего вставлять не надо, но послушать надо, вдруг надо что-то вырезать и так далее. И вот что вышивать. Вот эти вот все работы, здесь много достаточно считать, и даже в ПО здесь много считать. Иногда можно на что-то соседнее сориентироваться, но я все равно на всякий случай себя все время проверяю пересчитыванием размера отсюда до сюда. И вот это, конечно, делать под видео не очень удобно. У овечек там не такие протяженные участки, и есть какая-то цикличность, и там, короче, было проще брать. Но вот так вот. Поэтому посмотрим. Но, конечно, хорошо бы мне сейчас сесть за монтаж. Ну, а в следующем кадре посмотрим, что дальше буду вышивать. Я не принесла календарик. Ну, неважно. Значит, расскажу так, что сегодня пятница. Какое число? 25-е. Поздний вечер. Почти уже даже суббота. Ну, нет, все еще пятница.
И я собираюсь сделать следующее. Так. 1, 2, 3. Вот это, я понимаю, продуктивные дни были. Значит, аж 3 работы продвинулись наконец-то на 1000 крестиков. Давайте по порядку посмотрим. Значит, это я на всякий случай уберу. Вчера, вот, закончила я 1500 на ПО. И, кстати говоря, обнаружила, что я нагло врала. Но не специально, я сама нагло верила в свою ложь. Значит, говорила, что у меня черный 1 остался, беда-беда. А тут полезла, значит, забирать тот самый последний якобы моток. И оказалось, что у меня их оставалось 7. Ну вот я 1 взяла, перемотала, теперь 6 полных. А 1, который действительно у меня 1, это B5200. Вот того действительно 1, но это не так страшно, мне кажется, потому что все-таки этот цвет используется чуть меньше, чем черный. Не намного, конечно, но поменьше. В общем, 1500, как вы заказывали, я сделала. Очень мне нравится, безумно нравится. Ну, вы, наверное, заметили, да? Но, с другой стороны, я вот рада, что он не закончится. Еще будет возможность взять его. Значит, здесь сейчас 74,5% готовы. Там еще где-то около 2000 крестиков остается. Так что будет еще возможность взять в удовольствие повышивать. Дальше давайте покажу, что еще. Вчера 1000 крестиков появилось на этих томатах. Ну, вчера я заканчивала норму, да, но просто я имею в виду, что добила до 1000. Значит, здесь явно какие-то ошибки есть, мне кажется, в моей саге. Вот, но не знаю, я потом проверю, что, возможно, не так. Но что-то не так. Я не помню. Я вчера что-то нашла какую-то прям вот ошибку, которая так точно быть не может. Но где, я уже не помню. Но, ну ладно. В общем, больше не знаю, что сказать еще про эту работу. Здесь 37% готовы. Ну, я не знаю, мои кошки просто какая-то, я не знаю, мания. И третья работа, которую я сегодня подчеркнула, это маки от Ксении Вознесенской. Я здесь весьма хаотично двигаюсь, да, во все стороны, хотя хотелось мне идти сверху вниз, но вот не получилось. Здесь уже виднеется парусник. Я здесь закончила 1000 этой недели, там, но я буду двигать эту работу на финиш и, значит, буду параллельно с другой работой. То есть, как бы я 1000 сделала, но мы не прощаемся с этой работой. На следующей неделе я буду брать другую работу, а потом снова вернусь к этой. Я говорила, что 2 работы у меня заняли одно и то же количество по голосам, поэтому буду чередовать. Вот, соответственно, на этой работе вот 1000 продвинулась, еще 3 недели я ее закончу. Но на самом деле 3 недели вышивки, это получится плюс еще 2 недели на другую работу, это аж целых 5 недель, короче, не скоро. Так, сложные мои расчеты. И вот еще одну работу я взяла сегодня, повышивала. И это сирень. Я вот сейчас, мне кажется, в искусственном освещении видно лучше, как блестит канва. Да? У нее это не люрекс, это такой перламутр. Но я в этот перламутр добавляла еще дополнительные блесточки. Поэтому вот видно и в расфокусе, и не в расфокусе, что поблескивает. Еще поблескивают, это я вот, например, уже не помнила, пчелки и крылышки. А вот это вот, посмотрите, я поля оставила. Это просто кромка уже. Ну, то есть, вот так. Это мусор, это не поля, это мусор. А там вот тютелька в тютельку. Просто гениально. Значит, это будет чехол для ножниц, я, по-моему, это уже говорила. И вот чуть-чуть вышло, почти 500
крестиков. Значит, что у меня остается? У меня остаются выходные, понедельник, и, в общем-то, не так много работы. Вот эту работу надо будет закончить 500. На глицинии от Акнес еще 1000. Один разочек я хочу взять халапеньо и набор. Набор я отложила на самое-самое последнее. Не специально, а просто там надо обработать канву, а мне все лениво доставать машинку. Она у меня стояла раньше прям вообще здесь на столе, потому что вот так. А потом Маркетс приезжала, я ее убрала. Вот. И теперь лень достать. Вот. Соответственно, дальше уже откладывать некуда, поэтому, может быть, даже в этой серии мы застанем и набор, если я все-таки найду в себе силы достать машинку. В общем, я решила, вчера... Предыдущее, включение было какое-то чуть более унылое, но я поунывала. Я, кстати, что хотела рассказать, В общем, узнав о том, что Маркетс у меня, в общем-то, не приедет, я попыталась впасть в уныние, поняла, что не хочу монтировать, вообще ничего не хочу, хочу новый старт. А поскольку у меня... Сейчас будет восхитительная история, как человеческая лень и блогерство спасли человека от старта. В общем, я захотела старт. Что типа сплошная безнадега, и только старт меня спасет. Поскольку мне параллельно ничего не хотелось, я поняла, что ничего стартовать я не хочу. Вот только одна работа, только один набор, даже так скажу, вызывает во мне желание, стартануть. Но потом я поняла, что набор этот из недавних покупок, поскольку я все еще ленюсь, и времени все время нет и так далее, я еще не сняла видео про покупки. И, соответственно, про набор этот ничего не сняла. И, соответственно, стартовать не могу, потому что я же блогер, я же не могу взять, стартануть, не показать, не снять покупки. Вот, поэтому я обошлась без этого старта. Даже если бы я его стартанула, это бы у меня не проиграл бы я в своем годе без стартов. У меня как раз на такой случай заготовлен все еще. Имеется старт без причины, еще день рождения, старт на день рождения я, в принципе, знаю, какой будет в октябре. Если я не передумаю до того времени. И остается старт на такое состояние, что только старт меня может спасти. Пока обошлась. И, в общем, я, когда поняла, что я стартануть не могу, можно было бы впасть в еще больше уныния, но я решила, нет, пойду монтировать. Все смонтировала, и что-то как-то и настроение появилось, и осталось добить оставшиеся долги, проверить отчеты, ответить на все старые комментарии, и буду вообще молодец. Так что, ударно я повышивала вчера и сегодня, поэтому я думаю, что в выходные у меня будет возможность подбить другие долги, не сами крестиковые, а около крестика, такую бюрократию. Вот, мы увидимся с вами во включении из выходных дней с новыми продвижениями. Удивительное дело, друзья мои, подождите, нет, все должно было начинаться с календаря. Сегодня 26 августа, суббота. И, как вы понимаете, было настроение повышивать настроение. На самом деле у меня был перерыв между вышивкой, и я решила, что пора бы обработать ткань. Аида у меня чаще всего не обрабатывалась. И я достала и махом обработала основу на 4, 5, 6. На разные наборы. Везде, где была Аида, на следующий месяц, на предыдущие месяцы и так далее. И вуаля, как выглядит, когда не успела похудеть к купальному сезону, и труселя не налезли. Примерно так. Значит, я решила... Сначала, в общем, я думала, и идея была либо уйти совсем наверх, туда фон-бутылку шить сверху, либо уйти, наоборот, низ продолжать, потому что у меня тут ниточки остаются.
Да, Печен, поиграйся. Вот ниточки оставались, и можно было, да, это от фона дальше шить. Но я решила все-таки, как и раньше, продолжать в том же направлении. Почему? Потому что вот эти вот апельсины, на них разброс такой бывает большой. Видите? Ну как? Относительно можно там попротягивать. Совсем одиночек нет, но такое. Вот. А вот это вот более сплошное. Но, с другой стороны, черное. Черное и там, наверное, какое-то серое. Такое тоже не особо яркое. И, наверное, хорошо бы все-таки это чередовать. Крестики. Я тут все время смотрю. Я так давно не брала этот набор, что даже не помню вообще. Я даже проверила на всякий случай, в каком направлении я вышивала крест, потому что на заре моей, ну, не то чтобы когда я только начинала вышивать, а когда я только начинала продолжать вышивать, ну, в общем, первые годы в Аргентине, потому что вышивать-то я начала давно еще в России, а вот потом забросила, ну, неважно. В общем, первые годы в Аргентине у меня был такой загончик, типа на разных работах в разные стороны чередовать крест. Ну, то есть на этой работе я верхний крест там из верхнего правого в нижний левый, а на другой работе наоборот. Зачем я это делала, я затрудняюсь ответить. Ну, наверное, что-то, чтобы это повнимательнее быть. Не знаю. Давайте не будем о моем темном прошлом. Еще до этого я сегодня повышивала вот сирень. Я думаю, что с крестиками все. На этом участке мне здесь остается 200. Ну, то есть я хочу 1000 вышить, да, за этот месяц, а вышила 800. И я думаю, что 200 я буду добивать бэкстичем. Как вы видите на предыдущем участке, который уже с бэком, он тут такой обильный, поэтому, наверное, даже хватит. Но если не хватит, тогда, да, буду крестики добавлять. Здесь еще вот дырочки всякие пропущенные. Это будет бисер в середине цветочков. Ну, вот тут вот, например, да, будут бисерины желтого цвета. Не знаю, это если я их найду такого желтого цвета. Я даже подумывала, что, может быть, голубенькие втюхать. А потом подумала, где это я видела сердцевину голубенькую сирени. Ну, с другой стороны... Ну, в общем, я поищу, конечно, желтенькие. Посмотрим. У меня есть либо какие-то совсем золотые, тоже не очень правдоподобно, либо не знаю что, либо кривое аргентинское. Ну, до этого еще далеко, поэтому пока я планирую вышивать остатки вечера субботнего, вышивать настроение. Заметили ли вы, что Аргентину я вам не показываю, потому что у меня начался этот синдром медведя. В общем, я в берлоге, не выхожу никуда. Ну, в понедельник у меня будет работа. Выходила я, конечно, по работе, когда нужно было. Но что-то пока опять стало похолодание, я что-то не стремлюсь туда. Похолодание даже не столько похолодание, хрен с ним, с похолоданием. Я тут выходила в магазин по нужде, по большой, за хлебом. И дикий, неприятный, противный ветер. Вот, поэтому временно я в берлоге, временно без Буэнос-Айреса. Вечерело. Вам не слышно, наверное, но на фоне голуби воркуют. Так, сегодня вечерело. Вечерело в понедельник. 28-го, все тут разодранное. Смотрите, что от года осталось. Маловато, да? Но в целом все некрасиво, но вот так вот. Вот, но еще достаточно прилично. Это я к тому, что я за выходные проверила отчеты за июнь-июль, которые все никак не могла проверить. И из 50 участников нас осталось 30. Ну, там кто-то прям вообще в первые месяцы отвалился, кто-то в процессе. И вот за последний месяц достаточно много людей вышло из проекта, не выдержали. Ну, у кого-то просто не вышиваны, вообще не хотят больше, а вот те, которые выходят, в основном выходят, потому что сил больше нет, надо стартовать.
Ну, я какие-то подробные результаты все равно буду в конце года рассказывать, кто что и как, и так далее. Но вот так вот. Значит, сегодня 28 понедельник, я пришла заканчивать свою вышивальную неделю. Она получилась очень классной, очень продуктивной. Я, в общем-то, отстрелялась за все, что вот все я там страдала, что у меня тысячи не бывает. У меня промежуток, за 7 дней, да, вот за эту неделю получилось 7001 крестик. Вот так вот. Так что вот такие результаты. Значит, ниточки вот тут яркие. Это нитки от чего? Это нитки от набора Марии Искусницы. Настроения яркие, классные, а вышивала я черным и серым. Ну, в общем, я 2 дня повышивала эту работу. Видите, улыбается. Значит, бутылочка мне улыбается, и вам тоже. И здесь уже готово более 1200 крестик, почти 1300. Все-таки я, наверное, успею в этом месяце сделать 2000 на этом процессе. Ну, загадывать не буду, потому что я на этой неделе, может, отстрелялась в 1000, а дальше вышивать не буду. У меня сегодня Маркиз опять начал это, вот, знаете, приеду, не приеду. Я все время шучу, что хорошо, что у меня любовника нет, и не надо выгонять, не выгонять. То он говорил, что не приедет, теперь говорит, приедет, но едет раньше. В общем, ничего не понятно. Это, конечно, ничего не меняет, потому что, как я говорила, в сентябре вышивальных недель не будет, но это меняет в плане, когда я там хотела снимать эти результаты. Ну, даже не столько результаты, а планы на октябрь 1 сентября, потому что мне так все-таки удобнее. Но если 1 сентября он прилетит, то, наверное, я ничего снимать не буду. Так, ладно, не будем отвлекаться. Короче, яркие-яркие цвета в ниточках, а вышивала я черным. Ну, я вышивала черным, серым. Так, давайте вот, чтобы лампу не загораживать. Вот это вот все вышивается разными цветами серого. Серый посветлее, серый потемнее, белый, очень светло-серый. И здесь вот преимущественно черный, и еще есть такой вот темно-темно-синий. Вот так вот его видно, а сверху я там тень создаю и не очень. Но я чередовала на самом деле, вряд ли это сильно заметно, но я пошила немножечко желтым вот тут в апельсинках и оранжевым в апельсинках. И, по-моему, из других цветов больше ничего особо и не было. Вот какой-то вот тут вот использовался, и тут тоже использовался. В общем, остается здесь еще примерно 800 крестиков. Что еще я брала? Значит, сирень я в итоге не брала. Зато начала глицинию. Глициния пошла как-то очень плохо, очень туго, но здесь достаточно такой большой разброс. Видите, все по чуть-чуть. Это вот примерно вот такие вот штуки будут. И пока каких-то протяженных участков нет, ну, то есть вот ствол я дошила, вот эти нитки вышли, и все. Дальше какая-то вот это вот все розовенькое. То есть вышла я здесь, по-моему, с трудом 400 крестиков насобирала, и пока все, соответственно, остается еще 600. Вот. Ну, дни у меня остаются. Я сегодня, кстати, еще взяла карту мира, повышивала. Я ее не принесла показывать, потому что, поскольку я сегодня с утра работала, вышить немного не удалось. Я вышила всего 250 крестиков на карте, но там не особо это заметно. Ну, наверное, заметно, но поскольку я не показывала вот прям вот до, после, то, мне кажется, не очень. Не суть важна, в общем, там все равно все запялено, ничего нового, прям такого радикального не появилось. Зато я вчера брала халапеньо и, как вы можете догадаться, приступила к бэкстичу. Так, я приступила к бэкстичу, как я сказала. Вот эту ягоду я заменила, она была серой какой-то странной. И я, видите, даже блик ей сделала. Начала уже делать эти бэкстичины на ягодках, они одного цвета, и на веточках веточки другого цвета. Заполнила я здесь все. Ну вот, кроме, наверное, да, в ягодках вот где-то беленькая, где-то я повышивала, а где-то еще нет. И, ну вот, начала я делать
бэкстич, и это значит, что скоро достаточно можно будет куда-то передвигать пяльцы, потому что так получается, что здесь, видите, я уже не дотягиваюсь, вот ниточку оставила. Здесь сильно далеко уйти не могу, но тут вот тоже вот желтого цвета оставалось. Пришлось оставить вниз, тоже там уже куда-то далеко уходит. Вот здесь вот ветки еще будут, но я их не вышиваю, потому что они туда далеко тоже будут уходить, мне будет неудобно. Поэтому хочу заполнить максимально то, что я вот могу дотянуться здесь. Бэкстич на этих участках тоже выполнить и потом уже переставлять пяльцы. Мне очень нравится, что получается. Мне кажется, я превью не принесла, в следующий раз как-нибудь покажу, но мне кажется, что круче, чем на превью. Я вообще на самом деле, когда эту работу увидела в группе «Ворчание бобра» именно с отшивом, вот отшив меня зацепил. А когда смотришь на обложку, хотя вроде, наверное, фотографировали по этому отшиву, ну, не то. Там как-то цвета более блеклые, что ли. Вот такая вот у меня хлопенья, очень мне нравится. Значит, в заключение хочу сказать, что неделя была классная. Не забывайте, что под этим видео мы голосуем, вернее, вы голосуете за работу, которую я буду заканчивать до конца года, после того, как я закончу маковый вот этот вот берег от Вознесенской и горгулью в Париже. Все, еще раз, работы вы можете посмотреть в таблице. Красным выделено то, что финишировано. Ну и еще раз, да, Париж и маки я сказала, что буду заканчивать и так, можно за них не голосовать. В сентябре я очень постараюсь выпустить видео с планами на октябрь, с покупками и ответ на вопросы. И вот так вот. Может быть, какие-то маленькие видео еще будут, но я сильно сомневаюсь. Буду отдыхать. Вот. Отдыхать от видео, буду наслаждаться обществом Маргитиса, если он все-таки приедет. На этом, пожалуй, все. Очень рада была с вами поделиться своей такой гиперпродуктивной вышивальной неделей. И, надеюсь, увидимся в следующих роликах. Большое спасибо вам за ваши комментарии. Очень люблю их читать. Всем пока!